Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Продолжаю искать клад, и сегодняшнее видео хочу начать с обращения к вам, мои дорогие зрители, с благодарностью. Кто постоянно смотрит мои ролики, видел, что я нашла два одинаковых колье от Сары Кавентри. Ну, кто впервые, возможно, попал на этот ролик, сейчас я вам объясню все, покажу. В общем, они запутались между собой. В общем, когда живешь в стране производителя, очень часто попадаются украшения не просто похожие, но и прям вот одинаковые. Честно говорю, бывает так, что прям одинаковые украшения попадаются. Какое-то время назад я нашла колье. Сейчас даже трудно определить, какое было найдено совсем недавно, а какое было найдено раньше. Помыла я то украшение, которое в прошлом ролике вам показывала. И обрадовалась именно тому, что колье от Сары Кавентри имеет название «Медовые соты». И это колье не просто, а это комплект. То есть в природе существует колье, браслет и серьги. Обрадовалась я тому, что нашла такое же колье и с целью переделки. То есть я хотела сделать серьги и браслет и спрашивала у вас советов, как лучше, что вы можете посоветовать, порекомендовать. Многие написали, что да, нужно сделать комплект. Кто-то написал, что нет, лучше оставить и попытаться обменять колье на серьги и браслет. Ну вот как-то так. То есть не портить, грубо говоря, оригинальное украшение. С вами я согласна именно с теми, кто написал, что нужно сохранять украшения максимально приближенные к оригиналу. В общем, мне торопиться некуда, мои дорогие друзья. Колье разбирать не буду, так я решила. Попробую поискать, подожду. Часто так бывает, что к какому-то колье собираются серьги, браслеты. И на протяжении года даже некоторые комплекты у меня собирались. Так что торопиться не буду. Как говорится, переделать-то всегда успеешь, а восстановить уже, как говорится, назад дороги не будет. Поэтому оставлю это колье. И, в принципе, даже не прибегая, скажем, к продаже, к обмену, я обнаружила, что эти два колье вместе тоже очень хорошо смотрятся. Нитка длинная, и если вот как-то в два слоя ее распределить, колье смотрится очень, так сказать, дорого-богато. И думаю, что вот пока буду надевать именно вот сразу два колье, тоже классно смотрится, да? Ну, на стенде, конечно, можно показать. Сейчас, минуточку. Вот так колье здорово смотрится. Можно в несколько рядов его как-то носить. Можно разные длины сделать. В общем, выглядит оно здорово. Так что, мои дорогие, переделывать не буду. Оставлю как есть и попытаюсь собрать оригинальный комплект. И, конечно, все свои поиски, естественно, результаты поисков я буду вам показывать. То есть буду держать вас в курсе. Так что ждем, возможно, будет и продолжение. Так, а сегодня я решила, мне нужно разобрать вот ящик, наполненный полностью серьги. Здесь они разные, в разнобой. Когда какие-то украшения в носке, бывает момент, что торопишься, складываешь украшения не на то место и неправильно. В общем, такая куча мала образуется. Периодически нужно, конечно, все это разгребать, разбирать. И сегодня давайте будем разбирать именно вот эти серьги. То, что идет обратно в хранение, я буду показывать. То, что идет в другое место хранения, тоже буду показывать. Так что вот давайте и приступим к разбору. Но буду брать украшения по порядку и показывать вам. Ну, первая ячейка. Буду, наверное, выгребать по одной ячейке и показывать. Так, в первой ячейке. Ну, давайте сразу несколько, наверное, я выгребу, чтобы складывать было удобно. Такую вот кучу соберем и будем разбирать. Я вижу, что у меня все подряд, мои дорогие. Так что не судите строго. Если видео длинным получится, конечно, разделю на два ролика.
Ну, в общем-то, я думаю, что у любителей винтажных украшений, бижутерии, у кого их очень много, вот с подобной проблемой тоже сталкиваются и периодически инвентаризацию проводят. Ну, давайте также я тоже сделаю сейчас вот как-то вот так освобожу немножко и в общем, вот эту кучу будем разбирать. Знаю, что подобный формат тоже многим зрителям нравится, так что с пользой и удовольствием проведем сегодняшнее время. Так, ну, в общем, такая кучка набралась. И давайте будем, так сказать, начинать. Ну, кстати, вот здесь собраны все украшения парные, поэтому я буду прям доставать пары. Одиночек тут нет. Это те украшения, которые я надеваю, которые я ношу. По мере возможности буду показывать вам также и маркировка, если она есть. Ну, вот первые серьги – это эмаль в арт-деко стиле. Это, возможно, 60-е, возможно, даже 50-е годы. Это серьги пусеты, надеваю их. Они классно оттеняют темный цвет волос. В общем, давайте не буду про каждое, так сказать, украшение что-то рассказывать, я буду просто их определять. То есть то, что я ношу часто, регулярно, и то, что мне всегда должно быть у меня под рукой, я буду вот убирать в ящик. Так, следующие серьги. Ну, здесь, кстати, много собрано украшений, которые я и не надеваю. Так что, вот, кстати, к этой категории относятся и вот эти серьги. Так, где-то вторая серьга. Сказала, что тут все парные, а что-то я вот этой пары и не... А, нет, увидела, все, вижу. Вот эти серьги один раз, по-моему, надела, и как бы все, да. Сейчас посмотрю, есть маркировка на них или нет. Так, здесь маркировки нет. В общем, я их убираю в отдельную кучку могучую, и потом уже буду ее распределять по шкатулкам. Ну, из шкатулок украшениями пользоваться, как-то надевать их сложно, потому что надо знать, где что лежит, еще это запомнить все это надо. Так, вот здесь взяла вроде бы одинаковые, а нет, это совсем, как говорится, две разные истории. Так, вот эта серьга вот к этой идет, еще вот такая крупная. Ну вот крупные серьги, вот что касается, так, они могут, кстати, быть и в каких-то других, а нет, здесь, вот этих отсеках, которые я освободила. Так, в общем, вот по стилю они одинаковые, ношу их редко. Здесь нет маркировки, по-моему, и на этих, по-моему, тоже нет маркировки. Ношу редко, думаю, тоже их надо куда-то отдельно отложить. Прям в золото, думаю, что в кучу к этим украшениям они пойдут вместе. Будут золотые, так сказать, круги. Так, следующее вот такое. Так, ну вот когда все в куче, конечно, это тоже такая процедура поиска. Ладно, если где-то ее увижу, возьму. Так, сейчас попалась вот такая серьга. Ну, такая серьга у меня точно есть. Вот. Я думаю, что ее надо также убрать вот к этим украшениям. То есть все, что приближено, что похоже на подиумное, крупное, я думаю, что нужно держать отдельно. Здесь тоже нет маркировки. Ну, такая позолота качественная. То есть в эту же кучку идет, только потом нужно будет под нее шкатулочку подобрать. Так, что касается вот этой чудесной серьги, что-то я не вижу, так сказать, пары. Ладно, возможно, там где-то еще есть. Вот здесь вот такая парочка серег. Тоже та же тема. Давайте это пока в сторону уберу. Тоже такая же тема. Кольца, дорого-богато. Это, по-моему, трифари. Это, по-моему, маркированные серьги. Так. А нет, это не на Ричи.
Вот я даже не знаю, хранить ли вот именно маркированные украшения отдельно, даже если они по стилистике отличаются, вернее, совпадают, либо как-то в одну кучу. Ну, мне, честно говоря, ни на Ричи к немаркированным украшениям как бы кощунство какое-то, да, располагать. Я их просто все равно в какое-то отдельное место, в шкатулочку их определю. Так, следующие серьги. Вот эти тоже я вам показывала. Ну, практически все серьги, которые сегодня в этом разборе будут, я их похоже показывала. И здесь, по-моему, тоже есть маркировка. Здесь, по-моему, золото 4 карат. Ой, 14 карат. Да. И это... Ой, не могу разобрать. В общем, вот так вот маркированная серьги. И это с нефритом и позолота. Я их думаю, что нужно вместе вот с Ненаричи убрать в какую-то отдельную шкатулочку. Так, следующая. Такая парочка. У меня, кстати, есть коллекция очень немаленькая подобных колье. Я думаю, что надо их вместе с колье убрать. Это эмаль, тоже 60-е годы, клипсы. Их тоже я уберу в отдельное место. То есть они в эту емкость не пойдут. А все, что сюда пойдет, это то, что я надеваю ежедневно, то, что должно быть всегда под рукой. Так, следующая вещица. Вот опять что-то я не нахожу ей пару. А вот тут вот зато вот эта парочка нашлась. И это эмаль. И типа перегородчатая эмаль. Видите, проволочка напаянная. Ну, она такая, как бы грубая работа, но тем не менее, вот техника, да, перегородчатая эмаль. И эмаль нанесена вручную. Видите, вроде по оттенкам, по как бы стилю совпадает, но отличие есть, не штамповка. Но эти вот серьги я надеваю, они такие капли. Сережа пришел, так, капля форма, и цвета такие, и в носке они удобные. Так, про маркировку даже вам не сказала. И это просто мады, в общем, сделано в Америке. И все. Я думаю, что я их буду носить. Так, следующие вот такие меленькие. Ну, ладно, буду брать все, как говорится, не то, что подряд, а подбирать, чтобы побыстрее все это дело было. Вот эти тоже я ношу часто для ежедневной носки. Такой цвет баклажан. Сережа, не мешай нам, пожалуйста. А, он слышал серьги. Про серьги я говорю. Он думает, что это я его зову. Ну, пришел, ладно. И вот такая тоже нашлась парочка. Ну, серьги на каждый день. Вот эти вот вполне себе их можно не убирать далеко. Тоже сделано в Америке, написано. Но американская бижутерия, она качественная. И, кстати, те украшения от известных компаний не всегда с начала только производства своих компаний наносили именно имя своей компании, часто просто писали «сделано в США». Вот эти вот серьги тоже, сердечки ношу часто, красивая эмаль, такая ни к чему не обязывающая. Так, чтобы было, тоже сюда убираю, эти тоже я надеваю часто. Так, следующие серьги, но я думаю, что видео длинным получится. Серьги на винтах я, в принципе, не надеваю, не ношу. Мне кажется, это некомфортно, неудобно. Хотя многие, я знаю, что именно любят серьги на винтах. Ну, такая желтая парочка. Одевала их, по-моему, один раз. Как раз нужен был именно вот желтый такой вот яркий цвет. У меня, кстати, есть свитшот желтенький. А вот таких серег, чтобы... Не на винтах у меня не было, и, похоже, я для того образа вот такие серьги достала. И не убрала на место. Так бывает. Буду убирать их опять-таки. Ну, это винтаж, глубокий винтаж. Так, следующее. Это вот такая парочка. Эти серьги тоже ношу часто, хотя вот винтажный возраст их сразу заметен. Они тоже не маркированные, но они отличного качества. Они вот
красивая эмаль, когда вот нужно что-то такое не броское, но эффектное. Вот эти вот серьги классно подходят под этот запрос, так что я их тоже оставляю в этом ящичке. Так, следующие серьги. Вот эти серьги натуральный камень. И в своих образах я их тоже часто использую. Кто смотрит мои другие каналы по одежде из секонд-хенда, я там собираю образы с применением той бижутерии именно винтажной. Вот эти тоже там часто использую. Так что я их ношу. Цвет яркий, удобная застежка. И, в общем-то, люблю эти серьги, так что далеко убирать их не буду. Следующие серьги Клоузане. Вот тоже показывала, похоже, я их и не убрала на место, либо готовила, чтобы применить в каком-то образе. Нужно их, конечно, убрать в Клоузане коллекцию. У меня есть коллекция, тоже, девчонки, я вам показывала. Такие вот серьги. Такая брошюровка, обратная сторона. Но я их тоже, кстати, надевала. Они очень такие, вроде и нежные, но они крупные, и эмаль у них очень красивая. Тоже я их уберу к Клоузане, пусть они пойдут. Так, следующее, что тут вот такая форма. И причем, так, где-то у меня вторая была серьга. Вторую не вижу. Наверное, там где-то дальше бывает и так, что в разных отсеках, ну, торопишься и вот в итоге нарушаешь весь порядок. Но она точно есть. Такая вот эмаль. И здесь вот как типа звено, звено от цепочки. Здесь, по-моему, тоже нет маркировки. Но я ее пока уберу тоже в эмалевые серьги. Я их ношу, надеваю. Так, ну нет, надо сначала пару найти. Вот эти вот малышки. Это стекло. Яркие, красные, пусеты. Они тоже часто в носке нужны. У меня есть много украшений, колье. Тоже я их далеко убирать не буду. Так, вот эта вещица. Серебро, и у меня есть кольцо под эти серьги. Тоже как-то они вот попали, да, в одну кучку. Вот так вот плетение. И как комплект я их ношу. Тоже далеко убирать не буду, так как иногда надеваю. Так, следующая вот такая веселая тема. Это летние, яркие. Под стиль бохо их можно надевать. Тоже иногда надеваю. Они такие, ну, заметные, нежные оттенки, такие мятные. И они легкие, их вообще на ушках незаметно. Потому что пластик, здесь пластик, и все эти элементики тоже все пластиковые. В общем, вот так. Тоже я их далеко не убираю. Иногда тоже их ношу. Так, следующая. Это вот такая художественная эмаль. Тоже винтаж, но эмаль нанесена вручную. Видите, вроде цветовая гамма соблюдена. А повторить одно и то же в одинаковом, так сказать, виде не всегда. Как говорится, факир был, похоже, пьяный, фокус не удался. Не совсем одинаковый, но это пара. Тоже я их иногда надеваю. У меня есть рубашки в таком же стиле. Так, следующее. Пошли малышки. Так, сейчас вот тут еще у меня есть. Подгребу. Так. Здесь почему-то одна она. Ну, так, давайте. То, что парное сейчас вижу, покажу сразу. Вот эти тоже часто надеваю. Это, по-моему, люцит. Но такой интересный. Сейчас фокусируется камера. Он как бы неоднородный. Так, вот такие серьги. Тут что-то прицепилось. Вот такие серьги. Так, ну вот эти однозначно я оставляю. Здесь я их потому что надеваю часто. Вот это будет ждать своей пары. А здесь вот парочка вот таких классика с очень красивым кристалликом. А здесь вот с розовым кристалликом. То же самое, но, как говорится, с перламутровыми пуговицами.
Здесь вот в золоте, в золотом металле, в желтом металле и розовый кристалл. А здесь в белом металле и белый кристалл. Но это классика жанра, да. Говорят, что фианиты, бриллианты выигрышнее смотрятся на белом золоте. Это ювелиры тоже все знают. А именно вот такие цветные металлы хорошо, вернее, цветные кристаллы хорошо смотрятся на именно золотой оправе. Ну, тут вот, как говорится, по случаю. Тоже надеваю их часто, так что оставляю в этой же куче. Так, здесь вот желтые, да, тоже образы собирала. И вот такие вот малышки игривые. Ну, похожи на детские, кстати, серьги. Но мне как-то жалко их кому-то дарить. Они такие забавные, желтенькие. Тут еще бабочка такая, тоже иногда их надеваю, оставляю. Ну, они легкие такие, удобные. Хорошо, когда сочетается красота и удобство. В общем, это... Так, вот следующие серьги. Тоже я их находила. Сделано в Америке, тоже написано. И я поначалу подумала, что здесь чего-то не хватает, что потеряна вот эта вот деталь, сам цветочек. На самом деле нет, я в интернете нашла, и все так и было. То есть это вот такое, как асимметрия, да, в серьгах. Тоже интересный такой момент. Но серьги сами классные. Такая вот эта вот пластиночка, она как матовое золото, красивая. И вот так обратная сторона выглядит. Тоже я их оставляю в этой же кучке, тоже я их надеваю. Всех люблю, целую и обнимаю. Пишите свое мнение, впечатления. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.